Ну что, сейчас кочегарим. Всем привет! Сегодня у нас печень говяжья в казане. Атрибутика вся тут у нас имеется. Фу. Так, готовим печень. Не готовим. Муку мы забыли. Нарезаем печень. Нарезаем. Ой, блин. Здесь кровюшки. Погнали. Добавляем перчик. Солить. Подперчить. Соль. Перемешаем. Муку обваливаем в муке. Хорошо в деревне. Хорошо, конечно, когда лето. Но и зимой тоже есть что поделать. Вот и мы вырвались из городской суеты. Что у нас там казан-то жарится? Казан почти готов. Огонек идет. Сейчас мы обваляем все в муке. И можно будет жарить. Моя собачка лает. Это уже, знаешь, больше на влог какой-то похоже. В принципе, этот же рецепт мы выложим. Вы его видите в данный момент. Там еще не потухло.
Очень сильно кто-то бегает. Очень сильно хочется лета на самом деле. Летом гораздо больше возможностей, нежели чем зимой. Зимой, блин, все как-то очень быстро пытаешься сделать, потому что холодно, руки замерзают. Хоть, блин, у костра он стой, грейся постоянно. Прекрасно. Просто прекрасно. Птички поют, солнышко светит, стоишь, загораешь себе, никого не трогаешь, всех обожаешь. А соус мы будем делать сальсу. Чтобы пожарить печень, нам понадобится масло. Все, пока масло разогревается, можно соусом заняться. Сделаем соус, пока у нас масло разогревается. Это нам понадобятся помидорки. Как хорошо зимой. Взял снег, сунул, все чистое. Так, помидорка. В правильной сальсе помидоры очищаются от кожуры, прежде чем нарезаться. Я не стал заморачиваться. Я и так съем. У нас своя деревенская сальса. Из продуктов с грядки, так сказать. Так, помидорку нарезали. Теперь красный лук. Тоже мелко нарезаем. Этот соус нарезается все очень мелко. Поставьте лайк за мой прикид. Валеночки, все как положено. Все как положено в деревне. Так, лучок порезали. Дальше чеснок. Чесночок. Так, я думаю, зубчика 2. Чесночок также мелко измельчаем. Как я уже выразился, все мелко, все в крошку. Также добавляем сюда. Так. Дальше зелень. В настоящую сальсу идет кинза, но мы же в деревне. У нас деревенская, поэтому мы добавим кинзу. Прикольно. Мы добавим кинзу. Так, что у нас осталось сюда? Томатный сок. Лучше, конечно, делать из томатов в собственном соку. И сами томатики можно в сальсу порезать. И сок, в котором они находятся, также полить в соус. Бюджетный вариант можно и с томатным соком сделать. Все перемешиваем. Соль. Перец. Перемешиваем. Сальса готова. Все, соус у нас готов. Осталось нам пожарить
Говяжью печенку мы жарим, елки-палки. И в принципе все, будем кушать. Кстати, новые правила игры. Вы сегодня их увидите в этом ролике. Куда я показал? Непонятно, куда я показал. Так, что тут у меня? Надо, чтобы был огонь, иначе она очень быстро остынет. Дым в глаз попал. Красота. Ляпота. Вы только посмотрите уровень снега. По пояс. Класс. Может, в конце ролика сигануть туда. Я это все раскопал. Все ради вас, мои дорогие зрители. Зимой очень быстро темнеет. Блин, вот это большой минус. Надеюсь, мы успеем снять, пока это все не стемнело. Снежок-то как подставка. Удобно. Если мы туда сунем воду, будет фаер-шоу. Так, 3 минутки и вынимаем. Мне прям в глазёны все летит. Достаем. Пахнет деревней. Природа. Блин, никакой суеты, как в городе. Кайф, одним словом. Дым-дым, я масло не ем. А ему пофиг дымут. А все равно в глаза лезет. Смотрите видео до конца, в конце будут новые правила игры. Слушай, мы на свежем воздухе, давай снега кинем в масло. Печеночка наша готова. Ну что, новые правила игры. Мы сейчас доделаем наше блюдо. И я должен буду его съесть как можно скорее. Я буду есть небольшое количество за 20 минут, а одну порцию, но как можно скорее. Теперь берем лаваш. Раз и два. Так, лучок и соус. Шаурма готова. Еще раз правило. Я должен это съесть как можно быстрее. Ура!
общем, я съел за 2 минуты. Пока что это мой первый рекорд. Будем, я думаю, в дальнейшем рекордики-то побивать. Такое вот сочетание говяжьей печени, соус. Сама говяжья печень по себе, она суховатенькая. Соус ее делает сочнее. Лучок прям вообще в тему. В лавашек завернули. Некого своего рода получилась шаурма. Поэтому пробуйте, готовьте. Обещаю, будет вкусно. АСМР. Все, кажется, вода вся выпарилась. Всем спасибо, всем пока.